Добрый вечер, дорогие друзья. Вот сейчас на огороде солнца нет. Самое время привести в порядок нашу клубнику. Вот видите, часть я уже обработала клубнички. Вот она стоит такая хорошенькая. И пролила водой. Теперь предстоит вот целую грядку идти мне и прочесывать ее. Конечно, это работа кропотливая. Но если мы хотим получить хороший урожай на следующий год, нужно постараться. Значит, что мы делаем? Вот берем вот этот куст. Весь он зарос и в этом вьюне. Старых листьев много очень. Я оставляю только самые молоденькие. Вот, которые появились только недавно. Остальные смело вырезаем. Тут и побеги новые. Они нам не нужны, потому что я себе уже оставила новые ячеечки. Вот остальное, вот эти вот, их очень хорошо заметно. Они вот старые листья, и уже стволик у них красного цвета. Вот, и мы смотрим, которые листочки, видите, тоже пораженные. Хоть он и маленький листочек, тоже убираем. В общем, убираем все старые листья. Эти листья мы обязательно уберем. Я потом возле грядок все прочищу. Из-под каждого кустика убираем сорняки, вот, усы состригаем. Вот много старых листьев. Все это тщательно возле каждого кустика мы убираем. У меня уже этот куст 3 года стоит. В этом году очень хороший урожай был от него. Но я в прошлом году хорошо потрудилась. Также все очистила, все усики обрезала, которые не нужны. Вот. Старые тоже, вот видите, старый совсем куст, он, у него корень уже гнилой. Я просто убираю, оставляю вот один кустик. Эти листья потом обязательно надо сжечь, потому что на них и болезни могут быть, и все, что хотите. Вот. Лучше каждый кустик обработать не спеша. Это можно сделать не в один день, вот, а, например, вот вечером взять немножко поработать и оставить на следующий раз. И вот так каждый кустик. Вот я. Считайте, что я его, вот этот кустик обработала. Ну, и параллельно сразу иду и следующие обрабатываю. Потому что там вот они друг за друга цепляются. Вот. И я сразу прям, не жалея их, отрезаю. Вот видите, и вьюн здесь. Что здесь только нету. Жарко было. Некогда было заниматься. Вот этот тоже уберу с краю. Он мне нужен на грядке кустик. Это видно от усов выросло. Кустик вот так вот оставили, молоденьких. Теперь мы обязательно должны порыхлить вокруг землю. Но сильно не углубляйтесь, потому что корневая система здесь на поверхности. И вот даже здесь вот старые корешочки, они вот видны. Мы должны их немножко прикрыть. Вот так сделать бугорок и прикрыть. Вот так вот. Порыхлили вокруг. Так. Теперь мы обязательно должны полить землю. И поливать нужно обязательно, смотря, если очень солнце большое, хорошо бы каждый вечер поливать. Я вот даже, у меня такая грядка заросшая, я все равно старалась хотя бы 2 раза в неделю полить, чтобы кусты, как говорится, не погибли. Вот, значит, полили мы. Теперь я обязательно вношу золу. Вот видите, золу. Это мы траву жгли, сорную. Вот такая зола. Она легкая. И вот каждый кустик я обношу золой. Вот. Все-таки это витамины какие-то, потому что обязательно нужно в зиму, чтобы клубника была с витаминами. У меня остался гумус вот для рассады. Вот. Это же тоже хорошее подспорье. Вот. За неимением другого. Разведем сейчас и польем. Вот это будет хорошее удобрение для нашей клубнички.
на всю зиму. Вот я так в том году сделала. У меня очень хороший урожай клубники был. Вот таким вот биогумусом я подкормлю. Все равно остался, я все кусты буду подкармливать на зиму, смородины, все, что только есть, ну, чтобы не пропал. Вот я развела, там как в инструкции написано, и сейчас пролью. Вот. И теперь дня 2-3 я уже не подойду сюда. Развела. И теперь этого достаточно будет до следующего года. Листья отрастут, еще времени много, сильно они расти не будут. Ну, приблизительно такие вот вырастут. Ну, это нормально. А по весне я их уберу. Вот, так что вот такая обработка у меня клубники. Если что вас заинтересует, пожалуйста, пишите в комментариях. Постараюсь ответить. Ну, и до новых встреч!